Следующий студийный альбом Пола Маккартни был выпущен в 2007 году. Альбом назывался Memory Almost Full. Этот альбом в моей коллекции представлен все еще запечатанным оригиналом, выпущенным в США. Вы этот альбом сегодня можете купить на Discogs в таком же состоянии по цене примерно 250 евро. Название альбома – это своеобразная ссылка Пола Маккартни на то, что альбом был написан и записан, когда Маккартни было 64 года. Возраст, который он мифологизировал в альбоме «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», выпущенный за 40 лет до этого. В обзоре альбома The Guardian написали, что название альбома – это также то, что Маккартни называет целенаправленно ретроспективным, сосредотачиваясь на своем вечно настоящем прошлом. Альбом Memory Almost Full очень отличается от своего предшественника. Один музыкальный критик написал, что в этом альбоме Маккартни восхищается своей жизнью. Он спокойно подводит итог своей жизни и любви, своей работы и достижений, и выражает благодарность за то, куда его привело жизненное путешествие и что оно для него значило. На альбоме 13 песен. На отличную песню Dance Tonight, открывающую альбом, как вы помните, был снят видеоклип, в котором снималась и Натали Портман. Фортепианная баллада The End of the End – это мрачное размышление о надвигающейся смерти, которая позиционируется как определяющий момент альбома Memory Almost Full. Но в песне Маккартни поет: «В тот день, когда я умру, я хотел бы, чтобы мне рассказывали анекдоты». А о смерти он отзывается как о путешествии в гораздо лучшее место. Мне нравится отличный трек You Tell Me в замечательном битловском стиле. Прекрасная партия акустической гитары с проникновенным задумчивым вокалом и гармониями. Интересный трек That Was Me – это был я, насыщенный воспоминаниями Пола, начиная с детства, с интересной партией бас-гитары. А трек «Винтажная одежда» – это напоминание о том, что все-таки не стоит слишком теряться в прошлом. Сам Маккартни так говорит об альбоме. Местами это очень личная запись, и многое из этого ретроспективно нарисовано по памяти, например, воспоминания из детства, из Ливерпуля, из прошлого лета. Альбом запоминающийся, эмоциональный, потрясающий, но я не могу описать его в одном предложении. Это просто моя благодарность за все хорошее, что было в моей жизни, в прошлом и настоящем. На что The Guardian заметили: как ни странно, чем дальше Маккартни отходит от личных воспоминаний, тем более впечатляющей становится его музыка. А на BBC ехидно заметили, что трек «Мистер Беллами» звучит как одна из песен группы 10cc. Но признают, что хотя альбом беззастенчиво ностальгический и не лишенный недостатков, он по-прежнему звучит очень современно. Всю свою жизнь Пол Маккартни прожил под микроскопом. Целая армия средств массовой информации следила за каждым его шагом. Да, на этом альбоме мы четко видим стремление Маккартни сохранить свой образ, сформировавшийся за десятилетия карьеры. Это традиционное стремление многих стареющих рокеров. Это стремление не использовать для создания откровенных актуальных альбомов в возрасте тех, кому за 60. Как написал один критик, для тех, кому нравятся задумчивые и загадочные рок-звезды, Пол Маккартни должен быть бесконечным источником ужаса, добродушный, непринужденно мелодичный и шокирующий ужас. Каждый раз, когда радостный Пол на своем концерте поднимает палец вверх, это означает еще один гвоздь в гроб мифа о замученном художнике. Альбом Memory Almost Full вошел в топ-5 чарта Великобритании и США, а также в некоторых других странах Европы, в Дании, Швеции, Греции, Норвегии. Всего было продано более 2 миллионов экземпляров альбома по всему миру. Альбом был номинирован на премию Грэмми. Мне понравилась фраза одного из музыкальных критиков, который, делая обзор этого альбома, написал, что Маккартни все еще знает разницу между просто пением о прошлом и соответствием ему. Следующая работа Пола Маккартни, с которой я хотел бы вас познакомить, это работа совместного проекта.
Пола Маккартни и британского продюсера и музыканта Мартина Гловера. Этот проект называется The Fireman – «Пожарный». Этот проект всего выпустил 3 альбома. Первый в 1993 году, второй в 1998 году и этот, который я держу в руках, третий альбом, он называется Electric Arguments, был выпущен в 2008 году. Альбом «Электрические аргументы». В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в ЕС на 200-граммовом виниле. В комплект входит CD и буклет. Сейчас такой оригинал на дискоксе стоит примерно от 100 до 200 евро. Название «Электрические аргументы» для альбома взято из стихотворения Аллена Гинзберга «Из Канзас-Сити в Сент-Луис». Как объяснил это Маккартни, это потому, что он смотрел на красоту словосочетаний, а не на их смысл. 2 предыдущих альбома Fireman были анонимными сборниками абстрактной, танцевальной, амбиентной инструментальной музыки. Альбом Electric Arguments содержит более традиционные песни, в которых впервые уже присутствуют и вокальные партии. Большую часть вокальных партий исполнил Пол Маккартни. На запись каждого из 13 треков уходило не больше дня. Работа в общем велась в течение почти года. Маккартни нашел свой баланс между сильными песнями и авангардными экспериментами. Один из музыкальных критиков написал в своем обзоре, что альбом Electric Arguments придерживается первоначальной идеи создания проекта Fireman – сделать так, чтобы Пол Маккартни меньше походил на Пола Маккартни. Да, на этом альбоме это так и есть. Маккартни избегает своих обычных предпочтений в отношении рокеров с фортепиано и послащенных струнных баллад. Альбом показывает не резкий, а постепенный отход от традиционного звучания песен Маккартни. В возрасте 66 лет Маккартни по-прежнему полон решимости бросить вызов самому себе и открыть новые музыкальные горизонты. На протяжении всего альбома Маккартни старается изменить и стиль своего привычного вокального исполнения. Этим альбомом Пол напоминает всем нам, что он не просто был талантливым и милым битлом, он еще был, по его мнению, самым передовым и авангардным в группе Beatles. Во второй части альбома мы уже слышим исполнение в стиле психоделии, а трек Lifelong Passion звучит ближе к Pink Floyd. Легкий атмосферный трек Is This Love переходит в осовремененную психоделию и экспериментальные структуры в последних треках альбома, начиная с трека Lovers in a Dream и далее эпический заключительный трек Don't Stop Running, состоящий из 3 частей. Альбом Electric Arguments дебютировал под номером 79 в британском чарте альбомов, что стало первым появлением проекта Fireman в британских чартах. Также впервые The Fireman появился и в чарте Billboard 200, заняв 67-й номер. Альбом был хорошо принят критиками как один из лучших альбомов 2008 года. Обозреватель сайта AllMusic об этом альбоме написал: «Здесь больше изгибов и поворотов, больше текстур, чем на любом другом альбоме Маккартни за последние 20 лет». Но чем еще интересен альбом «Электрические аргументы», так это тем, что он звучит как работа человека, которому абсолютно все равно, что подумают люди. Этим альбомом Пол Маккартни показал, что и через 40 лет своей музыкальной карьеры он все еще может совершать что-то непредсказуемое. Рекомендую вам, если и не покупать этот альбом, то хотя бы его пару раз прослушать. И постарайтесь не забывать при этом, что это тот самый Пол Маккартни, знакомый нам с юных лет. Альбом под названием Kisses on the Bottom Пол Маккартни выпускает в 2012 году. В моей коллекции данный альбом представлен все еще запечатанным оригиналом. На сегодняшний день этот альбом пока не переиздавался. Оригинал этого альбома сегодня стоит на дискоксе в таком состоянии 180-200 евро. Я же покупал этот альбом в год его выхода по абсолютно нормальной розничной цене. В год выхода этого альбома Маккартни исполнилось 70 лет. И кажется, что Пол Маккартни решил откровенно рассказать о тех формирующих влияниях, которые не могли не оказать влияния даже на группу Beatles. Пол утверждал в своем новом альбоме, что талантливые музыканты были тронуты песнями американских авторов времен 20-х, 30-х и 40-х годов, песнями, любимыми родителями членов группы Beatles. Как вы знаете, и Ринго Старр также выпускал альбом с музыкой, любимой музыкой его родителей. Альбом назывался Sentimental Journey.
Альбом выходил в 1970 году. В моей коллекции этот альбом также присутствует в виде все еще запечатанного оригинала, выпущенного в США. Маккартни обычно считают самым сентиментальным традиционалистом Битлз, больше всего связанного со старыми мечтателями. Являясь известным источником авангардных идей, этим альбомом Сэр Пол показывает, что ему близок и консерватизм. Альбом Kisses on the Bottom представляет собой легкую джазовую коллекцию стандартов, подкрепленную двумя песнями сочинения самого Маккартни. Это треки My Valentine и Only Our Hearts. И надо отметить, что эти песни идеально вписываются в окружающую среду остального материала альбома, становясь с ним единым целым. Хотя при многократном прослушивании вы начинаете выделять песню My Valentine, потому что эта песня напоминает вам большинство сентиментальных треков Beatles, и потому что вокал Маккартни здесь звучит как родной. Многие считают эту песню лучшей на альбоме. На альбоме прекрасные джазовые аранжировки от любимой мною Дайаны Кролл. Здесь также присутствует и Эрик Клэптон, и Стиви Уандер с партией губной гармошки, и Лондонский симфонический оркестр. Свое название альбом получил от строки первого трека альбома I'm gonna sit right down and write myself a letter. На этом альбоме Маккартни старается акцентировать свое внимание на вокале, отдавая инструментальную часть знатокам этого дела. Песнями этого альбома Сэр Пол показал, что мелодии песен столетней давности по-прежнему пленительные, романтичные и поглощающие. Очень хорошо об этом альбоме написала New York Times. Музыка Kisses on the Bottom плывет над вами, словно легкий туман прохладным весенним утром в английском саду, когда солнце сверкает сквозь дымку, хочется вдохнуть свежий воздух, ощутить аромат цветущих бутонов, а небо становится безмятежно темно-синим. Мистер Маккартни излучает скромное очарование деревенского джентльмена в хорошем настроении, сидящего на траве и насвистывающего про себя. Kisses on the Bottom ломает шаблон типичного стандартного альбома рок-исполнителя. Некоторые музыкальные критики таки ругают этот альбом за то, что здесь в исполнении не видно индивидуальности самого Маккартни. Описывают этот альбом как слишком заурядный, слишком почтительный, слишком слащавый, оркестровка пропитана слишком большим количеством ванильной глазури, что единственный намек на озорство в этом альбоме в его намеренно дерзком названии. А в Chicago Tribune написали, что этот альбом – это медленный танец с туманным прошлым, который не может не вызывать разочарования. Еще один представитель армии музыкальных критиков написал: «Факт остается фактом. После 55 лет работы в бизнесе с карьерой, отмеченной такими незначительными достижениями, как помощь в изобретении популярной музыки, сэр Пол Маккартни сделал совершенно незабываемую, полулегкую пластинку, предназначенную в первую очередь для того, чтобы понравиться самому сэру Полу Маккартни. Конечно, он заслужил это право, но чем мы это заслужили?» Другие критики утверждают, что этот альбом не для тех, кто моложе 50. Kisses on the Bottom занял 3-е место в британском чарте альбомов и 5-е место в Billboard 200 в США, а также возглавил чарт джазовых альбомов журнала Billboard. Kisses on the Bottom был награжден премией Грэмми как лучший традиционный поп-вокальный альбом на церемонии вручения Грэмми 2013 года. Я к этому альбому испытываю самые нежные чувства. Я понимаю цель этого альбома, и я с благодарностью принимаю форму исполнения и разделяю его ценности. Свой следующий студийный альбом Пол Маккартни выпустил в 2013 году. Альбом назывался New. В моей коллекции этот альбом представлен все еще запечатанным оригиналом, выпущенным в Европе. Из 13 песен на альбоме New нет ни одной, которая не давала бы убедительных аргументов в пользу того, что Маккартни таки продолжает создавать музыку, что он продолжает развиваться как композитор, хотя большинство его ровесников работали исключительно на ностальгии своих посидевших фанатов. Приятно видеть, что музыкант, который, возможно, больше всех заслуживает почивать на лаврах, упорно отказывается это делать. Хотя музыкальные критики не устают повторять, что каждый новый альбом старого мастера встречается с уважением, но без особых ожиданий. Действительно, на альбоме New нет каких-либо открытий эпохального масштаба,
нет вневременных амбиций самых известных работ Маккартни, но у него нет и каких-либо существенных недостатков. Хотя мы понимаем, что описать какую-либо из последних работ Маккартни как высокопрофессиональную, это все равно, что говорить, что солнце светит, а дождь мокрый. Мы же понимаем, что по-другому Пол Маккартни работать просто не может. Конечно, сам Пол прекрасно понимает отношение к нему как к монументу, поэтому не прекращает попыток создать энергичные волнующие работы. Альбом New предлагает различный песенный материал, и несмотря на все звуковые украшения продюсеров, а их над альбомом работало 4, и поэтому мы видим разноплановое звучание от квиновского бэк-вокала на треке Save Us с постпанковским звучанием до acid house синтезатора в треке Looking at Here и до традиционного звучания песен группы Beatles. Все песни написаны Маккартни. На 3 треках у него в соавторах был продюсер Пол Эпвард. Альбом менее сентиментален, чем бывало ранее. Хотя альбом местами имеет довольно экспериментальный уклон и несет на себе явные следы работы сторонних 4 продюсеров, это набор солидных песен автора, который в очередной раз проявил себя искусным мастером мелодии. Это один из тех альбомов, которые чем больше слушаешь, тем больше они тебе открываются разными гранями и деталями, которые с первого раза даже не заметишь. И с каждым новым прослушиванием альбом дарит вам приятные моменты в практически каждой его песне. Возможно, именно на этом альбоме такое происходит как раз из-за креативности. Нет однотипного подхода, из-за чего нужно больше времени для того, чтобы разобраться в этом многообразии. За последние десятилетия Маккартни выпустил настолько разные альбомы, но все они имеют кое-что общее. Это богатая креативность их автора и его готовность экспериментировать, раздвигая границы рамок нашего с вами восприятия этой поп-легенды.